Что может быть лучше квашеной капусты в осенне-зимний период? И не просто капусты, а натуральной ферментации. Это мой самый простой проверенный способ. Работает каждый раз. Всегда беру плотные, тяжелые, слегка приплюснутые кочаны, без повреждений. Перед шинковкой обязательно взвешиваю капусту целиком. Это необходимо, чтобы в дальнейшем правильно рассчитать количество соли, которую будем добавлять. Шинковать капусту буду с помощью вот такой мандолины от Ikea. Это очень классный инструмент, ни разу не пожалела, когда его приобрела. Ну и конечно, измельчить капусту всегда можно с помощью обычного кухонного ножа. Теперь разрезаю качан на 4 части. Обратите внимание, насколько плотный качан внутри, как раз то, что нам необходимо. Верхние зеленые листья снимаю, хотя они прекрасно отходят сами во время нарезания. Да и вообще небольшое количество нашинкованных зеленых листьев, если оно будет в общей массе, никак не испортит вашу капусту. Я, по крайней мере, у себя этого точно не заметила. Хруст у капусты не исчезнет, если в целом качан нормальный. Ну что, теперь самый медитативный процесс – это шинковка. В процессе я срезаю ножом вот эти плотные жилки на листьях. Они могут горчить, как и кочерышка капусты, нам этого не нужно. Шинковать капусту желательно не слишком тонко, но и не слишком толсто. Если вы нарежете капусту слишком тонко, вряд ли капуста получится в итоге хрустящей. Это те кочерышки и листья, которые остались у меня после шинковки. Я не шинкую кочерышку до конца, потому что она достаточно плотная и может горчить. Обязательно сейчас все взвешиваю и отниму от общего веса капусты. У меня качан был 3 кг 400 грамм. Кочерышка и листья по весу 800 грамм. В итоге остается 2 кг 600 грамм капусты. Это как раз идеальный вес для закладки капусты в 3-литровую банку. На 1 качан капусты я буду использовать половинку этой моркови. Добавляю совсем немного. Тут главный продукт капуста. Морковь нужна только для небольшого акцента, а не для вкусового доминирования. На 1 кг капусты использую 20 грамм соли. Используйте самую обыкновенную соль, ни в коем случае не йодированную. Теперь нужно все аккуратно перемешать. Именно перемешать. Жать капусту руками, чтобы она выделила больше сока, не нужно. Капуста и так с этим справится самостоятельно, без нашей помощи. Обратите внимание, что капуста в процессе уменьшается в объемах, пышность ее пропадает, но это все естественный процесс. Капусту буду укладывать в 3-литровую банку. На дно по желанию можно положить 1 лавровый листик и несколько горошин черного перца. Задача минимизировать пустоты, чтобы быстрее выделялся сок, поэтому в процессе плотно капусту утрамбовываю. Теперь ставлю сверху стакан с водой. Это мой пресс. Стакан узкий, как раз подходит под горлышко банки, но все же этого веса мне недостаточно, чтобы сок полностью покрывал капусту, поэтому я поставлю сверху еще небольшой контейнер с водой. Капуста на брожении должна стоять при комнатной температуре, у меня в пределах 17-20 градусов. Обязательно поставьте под банки тарелки, потому что на следующий день уже может выделяться больше сока и он начнет переливаться. Каждые 24 часа нужно протыкать капусту деревянной палочкой. Мне очень нравится использовать для этих целей палочки для суши. Такое протыкание в нескольких местах выпускает углекислый газ и защищает от горечи. Повторяла эту процедуру каждый день в течение недели. На 2-3 день сок в банке станет мутноватым. Это естественный процесс ферментации. Но уже на финальном этапе он будет почти прозрачным. Вы поймете, что капуста готова по прозрачности сока. Вкус капусты будет кисленький, а текстура хрустящая. Так выглядит моя капуста на 7-й день, и я снова буду протыкать ее палочкой. А на следующий день уже поставлю в холодильник. Либо поставить можно в другое прохладное место, где будет держаться стабильная температура в пределах +2, +8 градусов. Через 2-3 дня в холоде вкус станет еще более гармоничным. Цвет готовой капусты не должен быть ярко-белым, как у свежей, и не должен уходить в серый. Правильный оттенок всегда будет чуть теплый, кремовый и равномерный. Квашеная капуста – источник пробиотиков, витамина С и К2, полезная для иммунитета и пищеварения. Я люблю капусту с луком и ароматным подсолнечным маслом. А вы? Пишите в комментариях,
ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал.